В большом мегаполисе есть сказочно красивый центр старообрядчества. Немногие жители о нем знают, но там есть что посмотреть и что показать. Сегодня в выпуске мы посмотрим всю историю этого центра от 18 до 21 века. Обязательно зайдем на кладбище, ведь именно с него и началась история этого места. Посетим фамильный склеп такого известного купца-старообрядца, как Сава Морозов. Также увидим чудом сохранившиеся склепы других купцов-старообрядцев Российской империи. Переместимся во времени далеко в прошлое, чтобы понять, откуда и почему появились старообрядцы. Также посмотрим, как менялся со временем центр старообрядчества. Узнаем, почему именно здесь был второй центр управления в Российской империи. И еще много чего интересного, о чем невозможно сказать в анонсе. Так что начинаем прямо сейчас. Ну а начнем с самого главного, где он находится и как сюда доехать. Находится центр старообрядчества в городе Москва, не так далеко от центра, геометка в описании. По совету знакомых я приехал сюда днем, чтобы отдохнуть от суеты большого мегаполиса и спокойно пообщаться с местными старообрядцами, чтобы понять, кто они такие и как это вообще получилось, что церковь разделилась. Перенесемся в 1653 год, когда царь Алексей Михайлович Тишайший и патриарх Никон затеяли сделать реформу, а именно крещение 3 пальцами, поясные поклоны вместо земных, исправлены по греческим образцам иконы и церковные книги. И еще много чего, с чем были не согласны многие прихожане и служители церкви. Реформа была подкреплена законами, и несогласных с ними могли сжечь, сослать в ссылку, а помогающих староверам били кнутом. Многие бежали из Москвы. Так кто же такие старообрядцы? Это православные христиане, которые сохранили древнерусский строй церковной жизни. Они верят и молятся так, как это делала вся православная Россия до 17 века. Оказавшись вне государственной системы, они устраивали свою жизнь по принципу самоуправления. Прихожане могли выбирать и пригласить священника или убрать его с прихода. Внутри своей общины старообрядцы воплощали в жизнь идеалы раннего христианства. Они сохранили соборное управление, форму церковной демократии, которая в том числе делает возможным участие женщин в управлении. 1771 год. В Москве эпидемия чумы. По указу Екатерины II за пределами Москвы делают кладбище для умерших от этой болезни. Также, по указу Екатерины, старообрядцам отводят землю рядом с этим кладбищем и разрешают построить часовню. Происходит некое примирение старообрядцев с официальной церковью. И вот в 1791 году старообрядцы возвели Покровскую часовню по проекту Матвея Казакова. И, как оказалось на тот момент времени, это стал самый большой храм в Москве. Еще больше построят только через 100 лет, и это будет храм Христа Спасителя. Внутреннее убранство храма впечатляло. Стены и своды были расписаны в древнерусском стиле. Храм украшали огромные подсвечники, лампады, паникадила. И через 15 лет возведут следующую часовню по проекту Ильи Жукова в 1804 году, сочетающие черты готики и классицизма. Часовня во имя Николая Чудотворца осветили в 1771 году, но в 1776 году ее разобрали и на ее месте построили каменную. Однако в 1854 году часовню отняли у старообрядцев и отдали единоверцам. А такой вид Никольская церковь приобрела после перестройки в 1866 году по проекту Василия Корнеева. И дошла до наших дней в точно таком же виде. Несмотря на перемирие власти со старообрядцами, запреты на строительство храмов оставались, но старообрядцы их строили и называли часовнями. Таким образом, за 30 лет в Рогожской слободе старообрядцев, что в 3 верстах от Москвы, построено 3 больших часовни. Но откуда и кто финансировал строительство таких огромных часовен? Ведь что тогда, что в 21 веке, это стоит недешево. Отсюда, с Таганской площади, и дальше на юго-восток, до Рогожской старообрядческой общины, было все заселено испокон веков купцами и мещанами.
В этой местности было много старообрядческих тайных общин, и такой уклад жизни здесь создавал особый быт и условия жизни. А так как гонения продолжались на старую веру, в 1862 году власть опечатала алтари всех часовен старообрядцев. Почему она это делала, я на этот вопрос не отвечу. Но власть того времени была, мягко сказать, не истинно российская. Но сейчас не об этом. Почти все купцы, мещане и промышленники были членами старообрядческой общины. И после 1862 года они собирались тайно. Принимали решение о выделении денег, например, на постройку часовни, приюта или больницы, передавали на Рогожу, и оттуда решение к исполнению передавалось на места. В обществе была такая пословица: что положит на Рогоже, на том стоит городец, а на чем городец, на том кирженец. А это значит, старообрядцами были генерал-губернаторы, местные власти управления, естественно, тайно. Это был второй по значимости центр управления в Российской империи. Здесь была, можно сказать, мощная сила – торговая, финансовая, идеологическая. В старообрядческих семьях всегда было много детей. Почему? И не от того, что сколько Бог даст. На мой взгляд, это было потому, что в старообрядческой общине всегда приходили на взаимовыручку. Каждый ребенок будет одет, обут, пойдет учиться в школу, училище или даже в институт. А любой купец, промышленник, предприниматель знали, что его община всегда поддержит, поможет финансами. Долг же обычно отдавали построенным приютам, часовней, больницей, училищам, школой. В этой общине были самые настоящие патриоты страны. Фу, надымил. Наступил 1905 год, и по указу Николая II снимают печать с алтарей. И, наконец, старообрядцам разрешают строить храмы. Слишком многолюдно здесь, сейчас переместимся в более тихое местечко. Старообрядцы в память о распечатании алтарей строят колокольню по проекту Федора Горностаева. К 1911 году ее уже можно было увидеть за 3 версты. Средства на постройку, отлив колоколов дали, как обычно, купцы и промышленники. 30 тысяч рублей – это, как сейчас, 50 миллионов рублей пожертвовала Феодосия Морозова на отлив колоколов. Самый большой колокол был весом 1000 пудов, это 16 тонн, а общий вес всех колоколов составил 50 тонн. В 1913 году храм-колокольню во имя Воскресения Христова осветили. Иконостас храма украшали древние иконы. На втором ярусе было устроено книгохранилище. Ну а сколько же всего было старообрядцев в Российской империи? Цифры всегда преуменьшали и считали, что от 20 до 30% от всей страны. Тут стоит заметить, председатель Госдумы 1910 года был тоже старообрядец. А из 40 богатейших купцов Москвы 30 были из старообрядцев. Московская промышленность и торговля стояли на старообрядцах полностью. Щукины, Рябушинские, Хлудовы, Кузнецовы, Морозовы. Они строили приюты, больницы, церкви, музеи. И все они стоят по сей день. Недалеко от колокольни в 1915 году старообрядцы открывают Богословский институт. Но, к сожалению, я не нашел никаких данных хоть об одном выпуске студентов из этого института. Кладбище, с чего все и начиналось здесь. К началу 20 века кладбище стали называть Рогожское старообрядческое кладбище вместо названия Чумного кладбища. Здесь с 1820-х годов начали хоронить старообрядческих епископов, купцов, фабрикантов, промышленников, Кузнецовы, Рябушинские, Хлудовы, Морозовы. Все они здесь имели свои фамильные склепы. К 1918 году старообрядцы были не только купцы и промышленники, но и занимали не последние политические и военные должности. На мой взгляд, благодаря им и их потомкам центр старообрядчества выжил в советское время. После известных событий 1917 года советская власть начинает гонения на церковь. И многие старообрядцы снова убегают. В молодой Советской Республике создают своих идолов.
Тем временем в центре старообрядчества на колокольне снимают все колокола на переплавку. Та же участь постигает Никольскую церковь. Покровский собор не закрывают, службы продолжаются, а внешний вид уже требует реставрации. Никольская церковь или храм Николы Чудотворца также продолжает службы. Колокольню закрыли, уникальные книги были переданы в библиотеку имени Ленина, а здание колокольни начали использовать как склад. Во время войны в 1941 году колокольню решили взорвать, чтобы она не стала ориентиром для немцев. Заложили взрывчатку, прогремел взрыв, но колокольня устояла, только возникла трещина от самого низа до самого верха. В 1929 году храм Рождества Христова закрывают, ломают купол и сначала делают столовую, потом цех, а в годы войны – бомбоубежище. В 1976 году храм Николы Чудотворца продолжает свою работу. А вот храм Рождества Христова используют уже как склад, да и чисто внешне он уже на него похож. Покровский собор к 1976 году продолжаются службы, и его даже внешне периодически реставрируют. А вот пруд, который здесь был еще в начале 20 века, к 50-м годам засыпают полностью, делают здесь стадион, здесь играют в футбол, зимой заливают каток и сдают нормы ГТО. В 1982 году остатки храма Рождества Христова реставрируют. В 1990 году в Советском Союзе вовсю идет перестройка. Храм Рождества Христова выглядит уже немного лучше. Склада нет, но до полного восстановления еще далеко. В том же 1990 году на колокольню Воскресения Христова возвращают колокол, чудом сохранившийся 1913 года. Что-то я здесь провалился немножко, ну ладно, надеюсь, меня видно. В 1998 году храм Николы Чудотворца внешне выглядит вполне хорошо. Покровский собор внешне потихоньку реставрируют. И к зиме он выглядит почти как новый. Наступает 2000 год. Храм Рождества Христова все еще ждет своего восстановления. А вот так вот выглядит храм Рождества Христова уже в наше время. Ну что, погнали смотреть центр старообрядчества, или, как местные говорят, духовный центр старообрядчества. И первое, что бросается в глаза, так это колокольня. Ее видно отовсюду, и она очень похожа на колокольню Ивана Великого, что в Московском Кремле. Мало кто знает, колокольню в Кремле периодически перестраивали и надстраивали, до той высоты, которую мы видим сейчас. Высота колокольни Воскресения Христова составляет 64 метра, что чуть ниже Ивана Великого, 81 метр. После окончания реставрации в 2015 году внутри, на втором этаже, снова находится библиотека редких книг, а также иконохранилище. В настоящее время на звоннице колокольни каждую службу раздается колокольный звон. Сейчас, пока не стемнело, сходим туда, с чего и начиналась история этого места, на кладбище. Посмотрим, как оно выглядит в наше время. Недалеко от главного входа, слева, установлен памятник о погребении людей, умерших от чумы 1771 года. Посмотрите на надпись. Тяжело дается прочитать, не так ли? Ведь прошло всего 253 года, и алфавит, и правописание изменились. А как мы уже знаем из истории, здесь похоронены династии купцов и промышленников. Памятники, многие из них, датированы 1880-1910 годами. Пока я иду к фамильным усыпальницам самых известных промышленников и купцов, Морозовых, Кузнецовых и Соловьевых, меня удивляют надписи на памятниках старообрядцев. Сейчас так не принято писать. Только фамилия, имя, отчество и даты жизни.
Вот я и дошел до усыпальницы знаменитой династии промышленников Морозовых. По проекту архитектора Федора Шехтеля и скульптора Николая Андреева в 1891 году сделан часовный памятник и железная сень. Здесь тоже написано не только фамилия, имя, отчество, но и кем он был при жизни и сколько лет ему было. И по сей день в этой фамильной усыпальнице Морозовых можно увидеть относительно недавние захоронения. А рядом усыпальница купцов Соловьевых, и у них есть рядом недавние захоронения. Усыпальнице Кузнецовых, мягко сказать, не повезло. Их памятники в 30-е годы были сломаны, вывезены и использованы как строительный материал в московском метро. Возможно, когда будете проходить мимо, увидите надписи. Не удивляйтесь. И тут же, прямо рядом напротив усыпальницы Морозовых и Соловьевых, похоронены священники, митрополиты, архиепископы, монахи. В общем, все старообрядческое духовенство. Очень жаль, что многие усыпальницы были или уничтожены, или вывезены для отделки станций метро и набережных. Я так понял, это было самое престижное место для захоронения известных и далеко не бедных людей того времени. Сейчас, в наше время, такое кладбище тоже есть, Новодевичье. Рогожское кладбище на данный момент времени считается закрытым для погребений, но можно купить место в колумбарии. Вернемся снова в центр старообрядцев. Стоп, заметили знак, точнее символ? Я тоже на него сначала лишь мельком взглянул. Ничего вам не напоминает? Мы к нему еще вернемся позже. За Покровским собором стадион снесли, и по словам старообрядцев, потом какое-то время здесь была конюшня и паслись лошади жены Лужкова. Снова выкопали водоем, поставили часовню-колодец, высадили деревья, и, как говорят местные, гуляя вокруг водоема, можно загадать желание, и оно обязательно сбудется. Только надо сделать полный оборот вокруг водоема. Всего водоема. А не как я обрезал чуть-чуть. Но я же не знал сначала. Вообще, гуляя здесь у водоема, как-то успокаиваешься. Может быть, из-за того, что здесь мало людей? Или, может быть, место какое-то особенное? Не знаю. Вернемся к церкви Николы Чудотворца, где я заметил символ. Сама церковь сделана в стиле русского узорочья. Точно в таком же стиле сделан храм Василия Блаженного на Красной площади. Для него характерны яркие цвета, обилие декора и выразительные силуэты. Находясь рядом, чувствуешь себя, как будто попал в сказку. Ну а насчет этого символа, этот символ очень древний, встречается во многих местах в мире. Таиланд, Китай, Индия, особенно часто в Скандинавии и Англии. Означает бесконечность бытия души человека, переходящего из одного состояния в другое. Еще этот символ называют кельтский узел. Церковь Николы Чудотворца выглядит в наше время, как будто построили недавно. Службы проходят каждый день, жалко снимать внутри нельзя. Покровский собор по сей день считается один из самых больших храмов в Москве. Внутри Покровский собор особенно впечатляет, но снимать нельзя и есть свод правил поведения. В течение всего богослужения стоять в притворе, не проходить вглубь, не прикладываться к иконам и воздержаться от внешних молитвенных действий, кроме совершения двухперстного крестного знамения с 3 поясными поклонами. И обязательно женщины должны быть в платке, мужчины в брюках и рубашке с длинными рукавами. Внутри безумно величественное и красивое место, фантастические старообрядческие иконы, дух величавой сдержанности и строгости во всем, полное ощущение попадания в старую древнепетровскую Русь. Недалеко от входа в центр старообрядчества поставлен крест с памятной доской, сейчас ее под снегом не видно, Герою войны 1812 года атаману Платову. Вот так она выглядит без снега. По словам старообрядцев, надпись сделана в старославянском алфавите до петровских времен. Давайте вместе попытаемся прочесть ее. Сей крест ставлен в память Героя войны 1812 года, донского атамана старообрядца М.И. Платова. В лето
А цифры указаны также в старославянском алфавите. Вот прочесть их я уже не могу. Старообрядцы чтут и сохраняют память об этом герое войны. А в вашем городе есть такие памятники героям войны 1812 года? И тут же рядом, чуть правее, стоит богадельня купца Якова Белова 1860 года постройки. При советской власти там был детский дом. Сейчас нечто вроде гостиницы для старообрядцев. А эта часовня, построена в 1820-е годы, перестроена во второй половине 19 века. В советское время в часовне находился склад, затем располагалось домоуправление. В 1950 году здание передали для нужд старообрядцев. Ныне здесь резиденция старообрядческого митрополита Московского и всея Руси. И здесь все надписи сделаны на старославянском языке. Старообрядцы сохраняют не только традиции в написании, книги, иконы, но и даже лавочки, что стоят рядом с церковной лавкой. Они явно из 1989 года, но выглядят как новые. Недалеко от главного входа, если смотреть на колокольню, то чуть правее находятся певчие палаты. Первоначально здание было построено в 1820 году, перестроено в 1913 году. Здесь размещались квартиры для семей певчих и священнослужителей. До 20 семей возвращены церкви в 1997 году. А это декорация дома священника Акимова. Внутри сейчас электроподстанция. Далее иноческие кельи, построены в середине 19 века. Сейчас там располагаются всякие службы старообрядцев. А вот немного в глубине старообрядческого центра стоят больничные палаты, возведены в 1909 году на средства Феодосии Морозовой. Лечебница была оснащена современным оборудованием, включая один из первых в Москве холодильников, и укомплектована самыми лучшими медиками того времени. Ну а в советское время это здание использовалось как стоматологическая поликлиника. Вот уж не знал, что здесь был установлен один из первых холодильников в Москве. Выйдя за пределы старообрядческого центра, иду искать здание Богословского института. Судя по план-схеме, он находится недалеко. От территории всего старообрядческого центра составляет 9,5 гектар. Это как 13 футбольных полей. А вот эти пятиэтажки Лужков хотел отдать старообрядцам. Но Лужкова сместили, и пока еще они все еще жилые. А вот и здание Старообрядческого Богословского института, построено в 1915 году. Приятно видеть, что оно сейчас реставрируется. Примечательный факт: весь советский период в бывшем институте размещались только образовательные учреждения, пока в 2008 году средняя школа номер 459 не была закрыта в связи с отсутствием капитального ремонта старого здания. На данный момент времени идет реставрация, и здесь снова будет Старообрядческий Богословский институт. Вообще, конечно, обалдеть. 100 лет и без капремонта. Пятиэтажки явно так не смогут. Сейчас вернемся снова в центр старообрядчества. Дождемся захода солнца, чтобы увидеть его в великолепно красивой подсветке. Ощущаешь себя, как будто ты не в большом мегаполисе, а где-то в одном из городов Золотого кольца. Сегодня мы познакомились с невероятной историей Старообрядческого центра длиной в 300 лет. А почему невероятной? Да потому что все здесь началось с кладбища, и благодаря ему все здесь и построили. И на всем протяжении существования Старообрядческой Рогожской общины их жестко притесняли. Москва Старообрядческая по-прежнему живет, восстанавливает возвращенные ей часовни и храмы, хранит память о династиях Кузнецовых, Рябушинских, Солдатенковых, так много сделавших для Москвы и Российской империи. И на данный момент времени у старообрядчества есть значимые члены общины, кто помогает и делает сегодняшнюю историю России.